Всем привет! Вы на канале Мы из Краснодара. Меня зовут Кирюха. Ветрено сегодня, поэтому, возможно, будут какие-то шумы. Тема нашего разговора сегодняшнего – это отрицательные отзывы. Их делают три категории людей. Это те, кто переехали в Краснодарский край. Вторая категория – это те, кто живут в Краснодарском крае, местный контингент. И третий — это кто никуда совсем не переехал и, наверное, даже не планирует, с какой-то целью непонятной. Они все-таки мониторят и смотрят видео про переехавших или кто хочет переехать. Не знаю. Я даже подготовил целый, видите, блокнот с вопросами, которые мы сегодня с вами обсудим. Видеоролик будет короткий, давайте досмотрим его до конца. И там дальше уже комментарии свои выскажите, кто что думает по этому поводу. В общем, смотрите. Самое распространенное, это у нас идет нет работы, да, прямо говорят, вот в Краснодаре нет работы совсем. Следующее — это маленькое ЗП, пробки, менталитет местного населения, нет школы, садиков. И, в общем-то, наверное, это вот самые такие главные, да. И еще, наверное, уровень жизни, дорогое жилье там и так далее. Давайте с самого начала. Работа, ребята, есть всегда. Она есть всегда. Может быть, она не та, к которой вы привыкли, но она есть. Для примера, бывает такое очень, знаете, часто. Тоже смотрю ролики, и люди говорят: вот я там у себя где-то там на северах или в Сибири работал каким-нибудь там, например, бурильщиком или там монтажником каким-то и получал там свои 60 тысяч, а вот тут решил переехал и не могу себя найти в этой вот отрасли. И вот он вспоминать будет всю жизнь о том, как он хорошо зарабатывал и как ему сейчас здесь плохо живется. Ребят, надо, наверное, как-то перестраиваться. И вы можете переехать не только в Краснодарский край, а в любой другой город или в любой регион, и с той же самой проблемой абсолютно столкнуться. Это однозначно. Следующее — маленькое ЗП. Да, на Урале, например, где я прожил всю свою жизнь, там зарплата чуть выше. Примерно там процентов на 15-20, может быть. Это как максимум. Но, опять же, там вы покупаете постоянно зимнюю обувь, каждый год, можно сказать, зимние куртки, зимнюю резину, и шипованную притом, обслуживаете автомобиль от антикоррозии и всего остального. Море затрат, которых здесь в априори просто нет. Нету их. От слова совсем. Пробки, да. Краснодар славится пробками, потому что узкие улицы, да, есть такие улицы малюсенькие, где прямо они были приспособлены изначально для гужевых повозок, когда-то там давно, и по ним сейчас ездят. Это старый центр называется. Да, пробки есть. Но я вам скажу так, я из Екатеринбурга, и мы жили на Пионерском поселке, улица Советская. Как только там провели троллейбус, вот ты прямо сейчас из двора выезжаешь и сразу попадаешь в пробку. А раньше маленькими мы ходили по этим улицам, гуляли, и все у нас было нормально. Сейчас там пробка. Блюхера стоит прямо с самого утра, и Советская, и все остальное, потому что тоже построили этих кучу человейников, и всем надо куда-то выбираться в центр. Так же и здесь, и так же будет везде. Возьмем Владивосток, тот же самый, Москву, где угодно, ребят, куда вы не приедете в крупный город, там есть такая проблема с пробками. Менталитет, это важная тема. Значит, смотрите, есть такое поверье, что на Кубани местный контингент очень любит обманывать приезжих, очень любит завышать какие-то цены или что-то еще. И все они какие-то, знаешь, что это говорят, может быть, кто-то завистливые, или еще что-то, злые. Ребят, я уже почти 2 года здесь живу. Честно сказать, единицы, может быть, 1 к 10, да, будет какой-нибудь такой не очень человек. Но слушайте, на Урале точно так же. Тоже так же есть такие же, и, извините за выражение, говно люди,
И они имеют, видимо, место быть везде. Это нормально. И на Кубани есть хорошие люди, я не побоюсь этого сказать. Да, конечно, они хотят с вас отжать денег побольше. Ну, представьте себе, вы приезжаете, например, ну, тот же, опять же, возьмем Краснодарский край, да, и у вас, естественно, какая-то сумма на руках ведь есть. Да, там, для того, чтобы изначально там снять жилье, например, или купить жилье, ну, или там просто у вас какие-то есть деньги для того, чтобы вы могли какой-то период времени жить, например, без работы. И эта сумма, она, да, она имеет место быть, и вы говорите, вот я хочу, например, вот это себе там, да, что-то купить. Вы, естественно, обращаетесь к местным, местные видят то, что у вас есть лавандосы очень много, и они, конечно, хотят его заполучить всяческими путями, потому что они, в принципе, ну, как везде в Краснодарском крае, живут в основном на услугах предоставленных. Это нормально. И будь в вашем городе приедет какой-нибудь такой тоже, например, чувачок, у которого будет, знаете, пресс денег, и он скажет, дружище, помоги мне, ты, естественно, скажешь, о, конечно, давай я на тебя заработаю денег. Да это по-любому так и будет, стопудово. Этот вопрос давайте закроем. Менталитет, это да, он везде, везде есть плохие люди, везде есть хорошие. Нет школы, садиков, да, есть такая проблема. Есть. Но она потихоньку закрывается, строятся и школы, и садики, и сейчас запретил даже Кондратьев строить жилые комплексы без садиков. Следующее. Вот смотрите, почему нет места в школе, да? Да потому что вы, когда смотрите, куда вы поедете, вы смотрите, естественно, ролики с какими-то очень известными районами. Например, там будет там, Губернский какой-нибудь, да, рядом с парком Галицкого, там что-нибудь такое. Или, например, там западный обход, немецкая деревня, какие-то такие. Или, может быть, центр города, вы себе что-то хотите, присматриваете. Вы думаете, вы одни смотрите эти ролики? Вы посмотрите, сколько просмотров у того или другого видео. Там сотни тысяч бывает. И эти сотни тысяч людей, у них еще есть какая-то семья. И они, естественно, рвутся вот в эти вот районы, забиваются туда, вот в эти вот многоэтажки. И вас там очень много, а школа, может быть, будет одна. Поэтому, конечно, да, вам не хватает места. Это нормально. В Екатеринбурге аналогичная ситуация. То же самое. Там, конечно, может быть попроще, но не так, чтобы прямо вообще супер. Поэтому мы, да, выбрали место чуть-чуть подальше от города, буквально там 15 километров, может быть. Но зато у нас есть и школа, и садик, и все развивается здесь семимильными шагами. Поэтому тут это все решаемо. Ну и вообще хотелось бы понять одну вещь. Вот смотрите, да я даже думаю, что каждый из вас то же самое делает. Например, вы выбираете товар какой-то на сайте. Ну, не знаю, там, пусть это будет, наверное, у нас бойлер, например, да. Вот вы выбираете бойлер и начинаете смотреть отзывы. И там у вас сразу будет градация 5 звездочек, 4, 3, 2 и 1. Вы начинаете, естественно, смотреть самых негативных отзывов. Потому что все, кто пятаки ставят, вы думаете, да это все, это так, замануха, магазины сами этих делают отзывы. А вот негативные отзывы, это 100% у нас будут честные. Я вам скажу так, я работал в магазине, и я знаю то, что негативные отзывы создаются тоже сотрудниками. Для того, чтобы товар не казался прямо таким идеальным, а было и хорошо, и плохо. Так вот, надо и начинать иногда смотреть и положительные стороны тоже того или иного. Будь это товар, или вы жилье покупаете, это тоже ведь товар, по сути дела. И какой район, надо тоже это все смотреть. Да, негативные отзывы найдутся везде, абсолютно везде. Будь вы будете жить там в Майами, понимаете, или где-нибудь на Ямайке, в любом случае найдется какой-нибудь там, знаете, отзыв 1, 2, 3, скажет, о, там так плохо, там вообще каторга просто. Не знаю. Надо смотреть проще на все. Ну и вообще, в принципе, ребят, в большинстве случаев, те, кто пишут негативные отзывы, те, кто вот уже переехали, да, например, это у них какие-то неоправданные ожидания, наверное, так лучше сказать.
То, что они думали, что вот мы сейчас приедем в Краснодарский край, вот так же, как я, усядутся, знаешь, это, солнце долбашит у тебя, да, ветерочек такой теплый, ты пивко тут подтягиваешь на чили, да. Ну и все, и жизнь, она прямо сама по себе вся изменится, короче, и будешь ты просто на кайфе ходить. Да нет, ты здесь вообще никому не нужен. Ты приезжаешь сюда и начинаешь жить с нового листа. Будь ты сюда приехал, или в другой город, или в другой регион, без разницы. Ты заводишь новые знакомства, новую работу, новое жилье. У тебя все начинается по новой. Все абсолютно. И к этому надо как-то привыкнуть и понимать это. Да и вообще, в принципе, люди так относятся, знаешь, это... Когда я на Е1 мое интервью выкладывали, там было что-то, не знаю, комментариев, наверное, около 1000. И все такие, да фу, да в чем он уехал, да это вообще, там, знаешь, это же такое глобальное там дело. Ребят, это всего лишь переезд. Это всего лишь переезд. За это не дают ни орден, ничего там, знаете, ни грамоту. Это всего лишь переезд. Ну, для меня, для моей семьи это вот такое понятие. Да, с нового листа, с чистого, но тем не менее. И благодати здесь никакой я не ожидал увидеть. Да, тепло, здесь вкусно, хорошие фрукты, хорошее мясо. Ну, это нормально. Ну и дальше. Многие приезжают и, знаешь, это вот, говорят, вот завистливые становятся они. А завистливые, знаете, почему становятся люди здесь? Да потому что, например, вот я приехал с семьей, и еще кто-нибудь приехал. Мы как-то сдружились между собой. И, например, у меня пошло все хорошо как-то, да, ну, нормально там, да. А у него как-то не очень. Вроде бы хотят то же самое все делают, ну, казалось бы. И вот начинает вот это, знаешь, грызть его. Вот. Блин, а как так? Вот у него вот так все хорошо, а у меня вот так все плохо. Блин, да что ты сделал для того, чтобы все было хорошо? Ну вот на самом деле, ты приехал сюда такой, да, и хочешь, чтобы у тебя просто, знаешь, это, и сытым быть, и сексуально удовлетворенным. Нет, так не бывает. Надо что-то делать, конечно. Ну и дальше там, знаешь, вот тоже опять же, про зависть. Местные-то типа завидуют. Да вы не нужны этим местным. Вообще абсолютно. У местных своя жизнь. Они, да, конечно, там бывает, некоторые там возмущаются, что Панаехи забирает все хорошие рабочие места. Неправда это все. Да блин, тут кто хочет попасть, тот попадает на ту или иную работу. Кто не хочет, тот не попадает. Не знаю. Вот тут. Дальше, следующее. Вот это тоже. Многие, знаете, еще до чего тоже дуются, обижаются. Это вот мы переехали, а нам типа место это не нравится, нас уговорил там риэлтор, например. Ребята, ну да, бывает такое, что с риэлтором не везет. Так это в Екатеринбурге то же самое, наверное, в любом другом городе. Хороший риэлтор, он умеет продать ту или другую недвижку и без проблем заселит туда хоть всю семью большую в однушку маленькую. И вот смотрите, они, да, бывает, говорят, например, там, вы купите у нас, да, вот это вот, например, там, квартирку, и потом поменяете, там, поживете немножко, поменяете на другую. Да ничего вы не поменяете. Особенно, если материнский капитал использовался или что-то еще, то это все, короче, это можно надолго и счастливо в этом помещении застрять. Выбирайте районы, выбирайте хороших риэлторов. Вот, например, там, да, как вот мне помогали с переездом, да, это Александр Чертыковцев, там, Елена Зыбарь, да, они качественные риэлторы, делают переезды под ключ. Или есть, например, там, Александр Кравченко, да, может быть, слышали и видели его видеоролики. Или в Краснодар на ПМЖ вот тоже есть канал отличный, они тоже делают очень хорошие переезды и прямо, ну, с душой подходят к вопросу. Ну и вообще я хотел бы так сказать, все эти негативщики это уставшие люди от жизни. Да все это понятно, потому что сейчас такая в стране идет ситуация непонятная. Единая Россия, там ЛДПР, коммунисты, все пытаются кусок там власти отжать, налоги повышают, бензин дорожает, еда дорожает, ЖКХ и все остальное, да, недвижка дорожает. Ну, ребят, надо как-то приспосабливаться. Тут по-другому никак. Либо можно стонать,
Вот. Ну, либо приспосабливаться, ну, или либо там, не знаю, революцию какую-то организовывать. Но так или иначе, те, кто вот это вот все ноют, они вообще сидят на попе ровно, ничего не делают и только ноют. И таких очень много. Как вот со школы они вот начали ныть, короче, мухрю, блядь. И вот так вот, и по сей день. Вот, они будут ныть и всех заражать вот этим нытьем. Ну и про плюсы и минусы. Это самая последняя уже тема, я чувствую, я уже вам надоел. Вот смотрите, на Урале, да, из плюсов было это то, что только родные, близкие, друзья, да, пришлось их оставить. И я скучаю очень сильно по лесным грибам. Там белые всякие, лисички, там они были в достатке очень хорошем. Все. Ну и из минусов. Постоянно нет воды горячей, да. Постоянно все это холодное. Бывает месяцами холодной воды нету. Пробки те же самые. Холод, грязь, серость. Ты выходишь вот на улицу и постоянно вот это вот серость. Серые дома, серое небо. Солнце ты видишь 2 раза в год, но в этот день ты на работе, понимаешь. Ну, не знаю. Урал, да, имеет место быть, может быть, кому-то. Но по факту в Краснодарском крае лучше, конечно. Я не говорю там про Сочи. В Сочи мне не понравилось. Но вот Краснодар нормальная тема. Здесь вкусное мясо, вкусные овощи. Большую часть года ты ходишь в шортах. Ну, в общем, все кайфово. Ладно, ребята, загрузил вас немножко. Ну, что поделать. Давайте, удачи вам. Пока. Просто так чисто накипело. Не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписался. Много интересного будет. Ну, а так, ставьте лайки, естественно, комментарии. Буду рад вам каждого. Приобнял. Пока-пока.